Здравствуйте! Сегодня я сделала видео про то, как на камеру случайно попали призраки, полтергейсты и что-то иное. Приятного просмотра! Пользователь ТикТока под псевдонимом Алекс Хафф решила попробовать свои силы в одном из самых популярных типов видео. Она снимает видеоуроки про макияж. Такие видео обычно не входят в категорию страшных видео, но это видео исключение. Девушка сидит перед камерой и начинает разговор про косметику, которую она будет демонстрировать. Как только она готова начать наносить макияж, она внезапно замирает от неверия и ужаса. Она видит себя в своем мониторе и видит, что происходит за ее спиной. Двери шкафа начали медленно открываться за ней. Она явно обеспокоена всем произошедшим, но она смело встает и подходит к шкафу, чтобы проверить его. Но однако, как только она встает с кровати, свет в ее комнате погас. Она испуганно вскрикнула и отступила на мгновение, уставившись на светильник на потолке. Но спустя несколько секунд она берет себя в руки и продолжает. Она широко открывает дверки шкафа и видит, что в шкафу нет ничего необычного. Но девушка пугается еще больше, когда видит, что свет в шкафу тоже необъяснимым образом погас. Последний инцидент, видимо, слишком сильно шокировал ее. Она отбегает от шкафа и отключает камеру, скорее всего, собираясь уйти из комнаты, чтобы избежать сущности, из-за которой начали происходить эти жуткие вещи. We went on holiday to Spain and we were walking through a little plaza in a little village and some guy came. Женщина по имени Кёрсти купила куклу во время отдыха в Испании и привезла ее с собой домой в Англию. Вскоре начали происходить странные вещи внутри и снаружи ее дома из-за этой игрушки. Она сказала, что однажды ночью в 3 часа 10 минут она услышала странные звуки из игровой комнаты ее детей и встала, чтобы посмотреть, что там происходит. Другой ночью она заметила, что кукла начала сама по себе двигаться. Она сразу же взяла телефон и начала снимать все на видео. Все это слишком странно для Кёрсти. Она решает запереть игрушку в тумбе на ночь. Она также настроила камеры наблюдения, чтобы они следили за куклой ночью. Но ничего хорошего из этого не вышло. После всех этих странных событий на следующий день Кёрсти решает оставить куклу снаружи дома в машине. Но странности никуда не исчезли. Входную дверь будто кто-то царапает снаружи дома, но там никого нет. There she is. Oh my.
А в самой машине кукла начинает шевелить головой, и это очень напугало женщину. Потом семья решила вернуть куклу обратно в дом, но игрушку продолжили снимать с помощью камер видеонабления. На следующий день камера снова сняла паранормальную активность. Look at the bottom of the video and you'll see it go past. The video is 2 seconds long, so yeah. Это выглядит так, как будто кто-то пробегает прямо перед камерой. Все эти мистические вещи до сих пор преследуют Кёрсти и ее семью, и она продолжает снимать видео об этом. Раньше я сделала видео про то, как кукла оживает ночью. Если вам интересно, вы можете найти ссылку в описании. Отец маленькой девочки зашел на кухню, ища ее по всему дому. Все происходит в Мексике. Девочка, в свою очередь, ползает по полке, ища выход оттуда. Ее папа достал телефон и начал снимать эту смешную сцену на камеру, чтобы показать ее всей семье позже. Но он также снимает кое-что жуткое. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¡Ey! ¿Tú te? Во время съемки видео отец ничего не заметил. Позже, когда он просматривал отснятые кадры, то заметил маленькую бледную руку, которая сначала коснулась руки его дочери, а затем потянула ее. Что это было, никто из семьи девочки так и не понял. Но что еще более ужасно, это то, что родители поняли, что девочка ползла как раз к этому существу с белой рукой. После этого они начали замечать, что девочка часто видит и общается с этой сущностью. Это видео было снято одним ютубером. Он утверждает, что в последнее время начал часто замечать много странностей в своей квартире. Он часто начал находить игрушки, разбросанные по полу, когда приходил домой. Вещи начали падать сами по себе или перемещаться и оказываться в другом месте в квартире. В итоге мужчина решил поставить камеры, надеясь записать то, что происходило в доме. Он расположил их так, чтобы они снимали именно те объекты, которые самостоятельно двигались. И это жуткое видео – это только одна часть. На этом коротком видео мы видим мягкие игрушки на диване. Комната ярко освещена. Если внимательно присмотреться, то можно заметить обезьяну в желтой шляпе. И она медленно наклоняется спустя небольшой промежуток времени. Перед этим справа можно заметить белый фантом, который двигается в сторону обезьяны в шляпе, и после этого она начала двигаться. Никого поблизости нет, и другие игрушки не двигаются во время движения обезьяны в шляпе. У ютубера нет объяснения столь странному явлению. Так была ли это проделка духа, или это было нечто более зловещее? Это так и не ясно. Один пользователь Твиттера утверждает, что его дом кишит призраками, и около него хозяин часто начал замечать паранормальную активность. Однажды ночью камера видеонаблюдения активировалась с помощью датчиков движения и сняла жуткие вещи. Кто-то, кажется, подходит к воротам и затем постепенно растворяется в воздухе. Несколько секунд спустя внутри дома начали происходить не менее пугающие вещи. Полупрозрачная фигура маленького мальчика быстро пробегает, затем приседает около лестницы, что-то поднимает, снова убегает и исчезает в направлении стены. После этого резко падает стул и летит несколько метров. Хозяин дома был слишком удивлен тем, что записали его камеры в течение одной ночи. На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить в эти видео, каждый решает сам, верить или нет. Это дело ваше. Мое дело – это делать следующий топ. Всем удачи и пока.